Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирога, который называется «Дружная семейка». Этот рецепт именно из конца 80-х годов. И этот пирог очень часто выпекали, по-моему, во всех домах тогда. А у нас дома его все время, мама очень часто, вернее, в этом пироге меняла начинки. Иногда делала его сладким, иногда делала его не сладким. Этот пирог тем хорош, что он именно его, когда выпекается, он получается у нас порционный пирог. Каждый может его испечь, каждый может его попробовать, и мне кажется, он всем понравится. Все начинки будете делать по своему вкусу, а я вам показываю мой вариант. Попробуйте, мои дорогие, вкусно, быстро и совсем не сложно. А то, что получится у всех, это точно. Начнем печь. Сегодня для теста нам понадобится 250 мл теплого молока. Отправляем молочко в посуду, где будем замешивать тесто. Сюда же добавляю 2 столовые ложки сахара. Все в граммах я напишу под видео. Здесь у меня 1 яйцо и 1 белок, а желток мы оставим на потом. Перемешиваю все это хорошенько. Венчиком. Добавляю щепоточку соли. Этот пирог, мои дорогие, точно делали ваши бабушки, потому что он был очень-очень известный когда-то давно. Цедра 1 лимона, это по желанию, конечно, и 7 грамм сухих дрожжей. Если не будете добавлять лимон, то добавляйте ванилин. Здесь у меня 550 грамм муки. Мука уже просеянная. Муку, как всегда, я добавляю частями. Тесто нам не нужно будет долго замешивать, мы просто-напросто все смешаем. Добавляю остаток муки. И уже, конечно, руками. Здесь 50 грамм сливочного масла растопленного, тепленькое оно у меня. Добавляю в конце. Тесто у нас еще чуть-чуть липнет к рукам, но ничего страшного, оно полежит, поднимется и станет очень-очень хорошим. Чистую посуду, которая у меня немножко глубже, смазываю растительным маслом, перекладываю тесто сюда, собираю в шар. Вы видели, я ничего не замешивала долго, просто-напросто все смешала. Накрываю крышечкой. И оставляем в теплом месте на кухне, приблизительно на час, так как сейчас лето. За час тесто вот так хорошо поднялось. Собираю его опять-таки в комочек. Рабочую поверхность чуть-чуть смазываю растительным маслом. И сейчас будем разделывать пирог. Нам нужно будет порезать все тесто на маленькие кусочки. На 30 кусочков у нас сегодня будет 30 булочек. Каждая булочка будет у нас приблизительно 30-32 грамма. Каждый кусочек теста будет 30-32 грамма. Вот так я порезала все тесто, сделала вот такие шарики. И здесь у нас начинка. Начинка сегодня у меня будет из вареной сгущенки и малинового джема. Каждый шарик нужно будет раскатать в такую небольшую лепешечку. И на серединку нужно будет положить начинку. Здесь у меня вареная сгущенка, как я вам уже сказала. И сюда очень подойдут грецкие орехи обжаренные. Но у меня приехала внучка, у нее аллергия на орехи. Поэтому сегодня мы будем делать без орехов. Вы, конечно, можете добавить сюда орешки. Начинки можно делать любые, с каким хотите джемом, с чем хотите. Сухофруктами можно сделать. Показываю вам еще второй кусочек теста. Здесь уже джем. 1 чайная ложечка джема идет сюда, или же 1 чайная ложечка вареной сгущенки. Собираем хорошенько в узелок и формируем вот такую булочку. Все булочки я уже сделала. Форма у меня 32 сантиметра в диаметре. Нужно будет обязательно на дно постелить пергаментную бумагу и аккуратненько перекладываем
все булочки в форму. Эта форма рассчитана ровно на 30 булочек. И именно по этому весу. Если у вас форма меньше, то вы сможете сделать поменьше булочек, а остальные испечь просто рядышком на противне. Накрываю и оставляю еще буквально на 20 минут. Духовка у нас должна будет разогреться за это время. Булочки хорошенько поднялись. 1 желток, который мы оставили, и 1 столовая ложка молока здесь у меня. Все перемешиваю быстренько и смазываю булочки. Абсолютно несложный рецепт, а пирог получается замечательный, мои дорогие. Выпекала я его сегодня приблизительно 40 минут. Следите уже за своей духовкой. Он у меня вот так хорошо подрумянился. Как только он подрумянится сверху, он уже готов. Чуть-чуть я его остудила, перенесла, конечно, на блюдо. И вот посмотрите, какая красота у нас получилась. С молоком, с чаем, с чем хотите. Я не думаю, что они у вас останутся к вечеру, но если останутся, заморозьте. В небольшом пакетике в морозилке. Вытаскиваете утром, за 15 минут размораживаете и бесподобный завтрак. Это все уже испробовано, мои дорогие. Посмотрите, какая красота. Пробуйте, пишите. Знакомьте меня тоже со своими рецептами. Буду всем рада. Всем рецептам буду рада. И все рецепты буду тихо-тихо пробовать. Прощаюсь со всеми. Пока-пока. До новых встреч. Всем приятного чаепития. Всех люблю.